Приветствую всех зрителей данного видеоролика. В этом выпуске мы вместе с вами познакомимся с рыцарями Средневековья, погрузимся в мир Warcraft, побываем в музее раритетных вещей, а также пощупаем технику военных лет. И все это на полигоне твердых бытовых отходов в городе Иркутск. Я в Иркутске первый раз, и когда местные жители сказали мне, что возить его на свалку, я офигел. А сейчас вы все поймете. Вход на полигон напоминает средневековую крепость. И как у любой другой крепости, здесь есть множество оборонительных машин, а также целый отряд настоящих рыцарей, которые защищают ее. Вот такой вот вход на свалку в Иркутске. Это только вход. Позвольте угадать ваши мысли. Рыцари, крепость, военная техника, Warcraft. Какое все это отношение имеет полигоны твердых бытовых отходов? Посмотрев это видео до конца, мы вместе с вами расставим все точки над «и». Приятного просмотра! В будние дни музей работает с 8 до 5, а в выходные с 8 утра до 8 вечера. 2 взрослых, 2 детских. Маленький вот 5 лет. Бесплатно? Ага. Взрослый билет стоит 200 рублей, а детский 100 соответственно. Вам когда-нибудь приходилось платить за то, чтобы побывать на свалке? Вот и мне нет. Но фишка в том, что это не совсем свалка. Местное самоуправление выделило часть земли от реального полигона и решило построить музей. Все экспонаты, которые вы видите, созданы исключительно из бытовых отходов. Музей раритетных предметов. Именно так бы я назвал это место. Это похоже на барахолку. У всех были такие чемоданы и такие велосипеды. Кажется, людям из более старшего поколения было бы здесь особенно интересно. Когда-то в детстве, по-моему, на таком телевизоре я был пультом. Да. В детстве такая техника казалась мне роскошью, а в настоящее время ее просто выкидывают на свалку. Такой был. По-моему, пленка. Вот это У нас был граммофон. И пластинок тоже было много. У деда мастерской были такие штуки. А это компания я мечтала. А я о таком дроне мечтаю. Я его выкинула. Это из-за запрета Росавиации. Уникальность этого музея заключается в том, что коллекция экспонатов может пополняться ежедневно. О. Велосипеды. Затесались новые ролики. Я на таких У коньках меня вот такие были. И то как у меня. Я на коньках от дедушки каталась. У нас не было на чем кататься. Ну, в смысле, льда. О, а здесь вот затерялась это в баре, чтобы делать фраппе.
Дробленый лед. Телефон. 2014 год. Микроскоп. А это ваза, казалось бы, но нет. Это чаша для кальяна. Я бы не хотела. Елизавета. Похоже на мальчика. Бабочка китайская. Это очень полезные штуки. Для вина. Вино, самогон. Вот. Все начинается с этого. У нас была керосиновая лампа такая. Самая неожиданная находка – это, пожалуй, бюст Ильича. То есть в наше время вот из таких холодильников делают коптилку. В общем, музей мне очень понравилось. Много классных вещей, но пора двигаться дальше. Это же Warcraft. Я знаю. Орки. Фанатам вселенной Warcraft точно тут понравится. А вон там он чужие. Или это хищник? Это хищник. А чужие вон там подальше. Ну вот, в отличие от всех экспонатов, эта птица точно когда-то была живой. А видимо дальше уже начинается настоящая свалка. Чуваку вообще не повезло. Надо туда было выходить. Зайдем еще сейчас. Смотри, это ты когда не накрашена. Сказано, что медведей кормить нельзя. Но это и не проблема, потому что медведи уже спят. А мы направляемся в Колизей. Место вообще очень крутое. Здесь я наконец-то чувствую себя на коне. А вон и принцесса ходит. Военная техника пошла. Окопы. Офигеть. Какая красота. Видели?
Вот такая вот противоугонная система. Это моя папа. Пошли на мотке. Или это подорватая нафиг она тебе нужна. Это вообще немецкие тигры, я так понимаю. Вы где-нибудь видели аттракцион БТР? Я нет. И здесь же можно было пострелять с настоящего оружия. Прейскурант перед вами. Как вам такое? Можно подойти, взять любое оружие и сфотографироваться. Можно? А еще на территории инсталляции построили огромную горку. Так как я не катался, я не знаю, платная она или нет. 25 ладно. 25. Так, давайте. А где у нас 27? Вот такая вот свалка в городе Иркутске. Я бы вообще предложил всем городам сделать у себя такую свалку. Вот так вот. Все было круто, инсталляция крутая, но единственный минус — мы очень сильно замерзли. Всем пока. На этом видео подходит к концу. Поправьте в комментариях, если я был в чем-то неправ. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и поставьте, пожалуйста, палец вверх. До новых встреч!